Операция по увеличению груди является самой востребованной операцией в мире на сегодняшний день. На консультациях я часто слышу одни и те же вопросы. В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на самые часто задаваемые из них. На сегодняшний день выбор имплантов огромен, и в этом, наверное, можно запутаться. На своих консультациях я прошу пациентов объяснить мне, что они хотят получить, потому что правильно подобрав имплант, мы можем получить желаемую форму. И не значит, что круглый имплант даст плохой результат, а анатомический имплант даст идеальный результат. Это неправильная мысль. Можно с помощью любого импланта получить желаемый результат. Главное правильно понимать, что ты хочешь получить. Допустим, анатомические импланты я чаще использую для установки у худеньких пациенток, чтобы получить анатомическую природную форму груди. Если у женщины есть своя грудь, то можно с помощью круглого импланта получить такую же красивую анатомическую форму, как и при установке анатомического импланта. Или если я делаю подтяжку, то чаще я тоже использую круглые импланты, потому что хочется получить больше объема в верхнем полюсе. Также круглые импланты я использую тогда, когда девушка хочет получить эффект пушапа, чтобы верхний склон груди был более наполненным. Очень большое многообразие покрытий импланта, которые позволяют выбрать оптимальный результат. Есть импланты, которые срастаются тканями человека, есть импланты, которые не срастаются. Все это нужно тщательно обсуждать и подбирать под каждый конкретный случай, под каждого человека, под его анатомические особенности, под его образ жизни. Поэтому я всегда предлагаю пациентам вместе со мной участвовать в подборе имплантов. Я больше в своей практике использую фирму Политех, потому что у них огромный выбор имплантов с разными поверхностями, с разными формами и с разной текстурой. Вот все эти особенности имплантов, особенности анатомии человека мы обсуждаем с моими пациентами на консультации для того, чтобы правильно вместе подобрать имплант. Современные импланты заполнены вязким гелем, который не растекается даже при разрыве импланта. Тем более, если есть маленькая дырочка в импланте, никуда этот гель не денется. Вокруг импланта, кроме силиконовой оболочки, еще существует капсула, которая организм покрывает имплант. Поэтому даже при повреждении импланта гель остается на месте. Силиконовые импланты долго считались причиной возникновения рака и аутоиммунных заболеваний. Но многочисленные исследования не подтвердили эти данные. И у женщин, которые были прооперированы, которым поставили импланты и которые живут без имплантов, частота заболевания раком и другими заболеваниями одинаковая. То есть можно сделать вывод, что силиконовые импланты на сегодняшний день являются безопасными. Раньше считалось, что срок службы имплантов где-то 10-15 лет. То есть через 10-15 лет рекомендовалась их замена. Но на сегодняшний день все современные импланты имеют пожизненную гарантию. То есть если вас все устраивает, вам все нравится и вас ничего не беспокоит, то живите себе спокойно и радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Я хочу сказать даже еще, что иногда встречаю и пациентов, которым поставили импланты 30 лет назад, 20 лет назад. И иногда я делаю замену имплантов, но не потому, что что-то случилось, а просто грудь опустилась или женщина хочет больший размер. И импланты даже старого поколения я вижу в полном порядке. Поэтому не переживайте и получайте удовольствие от новой груди. Существует три доступа основных для операций по увеличению груди. Это подгрудный, через ореолу соска и из подмышечной впадины. Я скажу свое мнение, то есть мое субъективное мнение. Я считаю, что самый безопасный, самый чистый и самый, наверное, как ни странно это звучит, незаметный доступ – это подгрудный. Объясню почему. Потому что рубец находится в складке
под грудью, и женщина его не видит. И окружающие, в принципе, тоже его редко видят. Поэтому он на самом деле самый незаметный. По краю ореолы этот разрез всегда находится в центре внимания. Если женщина только сняла бюстгальтер, то этот доступ сразу заметен. Да, существует мнение, что ореола пигментированность заживает идеально. Я с этим соглашусь, но процент женщин, у которых такая темная ореола и получается идеальный рубец, тоже невысокий. Подмышечный доступ вроде бы как удаленный доступ от груди, и нельзя его связать с грудью, считается, что он незаметный. Но я всегда привожу пример женщинам. Вы как часто поднимаете руку, особенно летом, в маечке, и у вас два симметричных рубца в подмышечной впадине. Они никуда не деваются, рубец остается на всю жизнь, да, он может быть там тоненький, но все равно он заметен. Поэтому мое глубокое убеждение, что самый идеальный доступ это подгрудный. Кроме того, при подгрудном доступе не затрагивается молочная железа, и это не влияет на последующее кормление. При доступе через ореолу мы повреждаем часть молочной железы и часть протоков, поэтому в дальнейшем могут быть проблемы с кормлением, и я всегда об этом предупреждаю женщин. Как и при любой операции, есть осложнения общехирургического плана и есть осложнения, которые характерны только для данного вида операций. К общехирургическим осложнениям мы можем отнести это воспаление, кровотечение, нагноение, гематома. К специфическим осложнениям мы можем отнести такие, как ротация импланта и капсулярная контрактура. Инфекции, кровотечение, это все может быть, но, к счастью, случается очень редко. Ротация импланта тоже зависит от реабилитации, от образа жизни пациента. Ну, это осложнение тоже встречается нечасто. Чаще волнует осложнение такое, как капсулярная контрактура. Немножко поподробнее об этом. Что такое капсула или капсулярная контрактура? Вокруг инородного тела, которым является имплант, всегда образуется капсула, которой организм стремится ограничить любое инородное тело. Это касается не только импланта молочной железы. Это и зубные импланты, и протезы суставов. В норме эта капсула тоненькая такая оболочечка, которая удерживает имплант на своем месте. При определенных обстоятельствах, чаще это травмы или какие-то воспалительные заболевания, капсула утолщается, и в зависимости от степени этой контрактуры грудь деформируется. И иногда такая контрактура требует хирургической коррекции. Осложнение это встречается где-то в процентов 10 случаев. На сегодняшний день, используя современные импланты, современное оборудование, современные технологии операций, все хирурги считают, что риск капсулярной контрактуры намного уменьшился. Кормление с имплантами возможно. Импланты не препятствуют кормлению грудью, потому что находятся за молочной железой. Единственное препятствие может возникнуть, если имплант ставился через ореолу соска. Тогда повреждается часть молочных протоков, и в этом случае кормление может быть затруднено. Во всех остальных случаях импланты не препятствуют кормлению грудью. Импланты не затрудняют диагностику молочных желез, потому что они располагаются под молочной железой, под большой грудной мышцей. Поэтому все диагностические мероприятия на молочной железе доступны и информативны. Какая реабилитация? Что вкладывать в это понятие? Какой выбрать период? Короткий, длинный, когда вы увидите конечный результат или когда сойдут отеки? Значит, я всегда оставляю пациентов на пару дней в клинике, потому что в следующий день обычно человек себя не очень хорошо чувствует, у него все болит, а в больнице все-таки о нем заботятся, делают обезболивающий какой-то уход, ну и чувствует он себя спокойнее. Рекомендуется ношение компрессионного белья в течение месяца.
Это усредненная норма, но это не значит, что вы не можете его снять или там пойти в душ. То есть компрессионное белье, оно служит для вашего комфорта, оно поддерживает грудь, сдерживает отек. Оно не формирует грудь после операции, оно просто служит для вашего удобства. Когда вы увидите конечный результат? Не раньше, чем через 3 месяца, потому что всегда в течение 3 месяцев держится отек. Как бы кто ни хотел меня убедить, но из моей практики я вижу, что не меньше 3 месяцев отек держится. Потом он начинает сходить, и грудь принимает более-менее естественную форму, более мягкие контуры. Конечная реабилитация считается полгода или год, когда произошло полное формирование рубцовой ткани. Мы прошлись по основным вопросам, которые я слышу на консультациях. Приходите ко мне на консультацию, где я вам более подробно все расскажу, покажу, дам попробовать на ощупь импланты, сайзеры. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Instagram. Ссылки вы найдете в описании под этим видео.